Хозяева загрузили свои вещи в машину, сели и уехали, а пес еще долго бежал следом, пока полностью не выбился из сил. Вот так, внезапно животное осталось без семьи, совсем один. Его оставили на произвол судьбы, поскольку в квартире, которую хозяева купили в городе, не было места для пса. Всю эту душераздирающую картину видел из окна своего дома Андрей, который в деревне работал егерем. У мужчины уже была собака, но сердце разрывалось от боли за бедное животное. Тогда он вышел на улицу и стал звать пса. Но тот не хотел идти, поджав хвост, он побежал по улице. Было неясно, что случилось, но Андрей не из тех, кто сдается. Вечером в тот же день, выйдя во двор, мужчина заметил, что кто-то лежит под забором со стороны улицы. Он вышел на улицу, то увидел брошенного пса. Он все же вернулся, вероятно, почувствовав, что здесь ему безопасно. Андрей его снова позвал, и в этот раз пес встал и послушно зашел во двор. Поначалу собака Андрея привыкала к новому жильцу. Они в течение нескольких дней присматривались друг к другу и, наконец, угомонились. Андрей поставил для пса отдельную миску, чтобы не возникало ругани из-за еды. Однако позже он узнал, что его собака позволяла есть ее еду. Спустя еще несколько дней мужчина стал выгуливать обоих питомцев. Соседи, заметив это, стали вести разговоры. «А немного ли ты на себя взял? Пусть пес себе бегал, зачем его было взваливать на свои плечи?» Андрей на это отвечал просто: «Я бы поглядел, если бы вас где-нибудь в лесу бросили и сказали: бегай, может, выживешь как-нибудь». После такого ответа больше никто не подходил к Андрею с глупыми вопросами. Один раз нужно было мужчине поехать в город, и он решил взять собак с собой. Он посадил их в машину, где они всю дорогу вели себя послушно. Приехав в город, возле одного из магазинов, Андрей столкнулся с бывшими хозяевами пса. Когда они увидели брошенного питомца, то начали его звать, но тот лишь оскалился и не подошел. Андрей сказал им: «Не нужно, ведь вы для него теперь предатели». Собаки надолго запоминают отношение к себе. Они что-то говорили, оправдывая свой поступок, но Андрей их не слушал. После того, как он купил все необходимое, поехал домой. В дорогу для питомцев он купил собачье лакомство. Приехав домой, мужчина выпустил собак из машины, и те побежали по траве, стали играться, словно давно были друзьями. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!